Николай вошел в дом и, не разуваясь, прошел в жилую комнату. Мать, увидев такое неблагодарное отношение к своему труду, тут же подскочила со стула и с недовольством посмотрела на сына. «Ты совсем стыд потерял? Я пытаюсь поддерживать тут порядок ради тебя, ради твоей жены, а ты относишься к моему труду так, как будто это пшик какой-то». «Мама, сядь и успокойся», — сказал Николай таким голосом, что Ольге Васильевне ничего не оставалось, кроме как повиноваться сыну. «Что случилось?» — пробормотала она. «Ты какой-то странный». «Мама, я ухожу. Я устал. Хочу собрать вещи и уйти». «Уйти?» Ольга Васильевна не верила своим ушам. «Куда уйти? Зачем?» «Я хочу уйти к Любе. Она меня любит, а я люблю ее. Мне это все надоело». Под всем этим Николай, вероятнее всего, подразумевал свою больную жену и мать, которая тянула на себе все хозяйство и периодически пилила сына за то, что тот мало внимания и времени уделяет своим мужским обязанностям. «Я не верю своим ушам», — проговорила Ольга Васильевна. «Мы живем, перебивая с копейки на копейку, а ты так легко заявляешь о том, что собрался уходить другой. У тебя совесть есть?» «Совести нет. Как нет больше терпения все это лицезреть с утра до вечера. Ира лежит, она не разговаривает и почти не двигается, а ты носишься с ней, как с писаной торбой, и меня заставляешь делать то же самое. Я не собираюсь класть свою жизнь на алтарь Ириной жизни и здоровья. Я сам по себе здоровый мужик, которому нужна нормальная баба, а не овощ, и человек, который за этим овощем ухаживает». Под овощем подразумевалась жена Николая Ира, которая после тяжелых родов была парализована и прикована к кровати. За ней ухаживала мать Николая, Ольга Васильевна, хотя ее сын несколько раз пытался определить собственную жену в специальное медицинское учреждение. А потом еще эта Люба появилась, красивая, свободная, молодая, готовая родить Николаю здорового ребенка, обещающая ему небо в алмазах. Только вот за что такие обещания обычному работяге, который прокормить не может больную жену и мать-пенсионерку? Ольга Васильевна предпочитала смотреть на вещи адекватно. «Зачем ты, Любе? Она ведь тобой просто пользуется, поиграется и выкинет на помойку». Слова матери задели Николая за живое. «Ты вообще не знаешь значения слова «любовь», — фыркал он. «Ты любила вообще кого-нибудь, кроме самой себя?» «Я тебя любила и люблю», — отрезала мать. «Но ты, конечно, говоришь про другую любовь, которая связана с пошлостью и изменой». «Мама!» — Николай повысил голос. «Какая измена? Ира уже почти год лежит как кукла, а ты говоришь, что я ей изменяю. Как я вообще могу изменять человеку, которого почти нет?» «Ира есть!» — кричала мать. «Не веришь? Подойди и возьми ее за руку. Она все чувствует, все слышит, а ты слышишь только себя. Ты неисправимый эгоист, и мне стыдно за то, что ты мой сын». «Сейчас заплачу», — съязвил Николай. «Я решил. Я ухожу к Любе, и как и на что мы с ней будем жить, тебя не касается. С Ирой я разведусь, с этим проблем не возникнет». Ольга Васильевна с болью смотрела на сына. Она считала его и глупым, и самовлюбленным, и наивным, и трусливым. Все мужские недостатки были сконцентрированы в одном человеке, и этим человеком был ее родной сын. Ира любила Николая больше жизни. Несмотря на запреты врачей, она решила, что родит ребенка, а после родов оказалась прикованной к постели. Ольга Васильевна
делала все от себя зависящее для того, чтобы поднять ее на ноги, нанимала врачей, ездила в разные города за лекарствами, даже через знакомых из Москвы заказывала. Ира вроде бы проявляла какие-то признаки просветления, но все равно это всего лишь капля в море. Николай же уже давно смирился с тем, что его жена будет вечно прикована к постели и не сможет стать его полноценной женой, поэтому и переключился на Любу. Люба была отдельной темой. Когда-то они с Ирой были лучшими подругами, только вот так вышло, что обе полюбили одного и того же молодого человека. Им был Николай, а он, любитель женского внимания, долго не мог определиться с тем, с кем же он хочет быть. Бегал от одной к другой, не давал покоя обеим, препятствовал устраиванию личной жизни и для Любы, и для Иры. Ольга Васильевна отлично видела метание сына, и они ей не нравились. Матери бы хотелось, чтобы ее сын был счастлив с одной женщиной, и чего греха таить, нравилась будущей свекрови именно Ира. Была она девушкой домашней, покорной, по уши влюбленной в Николая и явно очень верной. Сложно было представить себе Иру в роли змеи-искусительницы, а вот Любе эта роль очень даже подходила. Люба была моложе, она была красивой и легкодоступной. По крайней мере, она такой казалась со стороны. Ей нравилось нравиться мужчинам, она с восторгом принимала подарки и комплименты, но замуж не собиралась, потому что, как утверждала, была влюблена в одного мужчину, в Николая. Молодому мужчине льстило внимание обеих женщин, но под влиянием мнения матери он предпочел Иру. Она была счастлива стать женой Николая, клялась в вечной любви и обещала стать самой лучшей женой для него. Ни у кого сомнений в этом не было, особенно тот факт, что врачи запретили Ире рожать, а она решила нарушить их запрет, уже говорил о многом. «Я так сильно тебя люблю», — повторяла она, — «что готова на все ради твоего счастья». «А как же твое собственное счастье?» — удивленно спрашивал Николай, хотя сам млел от слов своей жены. «А мое счастье заключается в том, чтобы сделать счастливым тебя. Если тебе хорошо, то и мне хорошо. Если ты улыбаешься, то и я буду улыбаться». Николай особенно не жаждал иметь детей. Он не настаивал на том, чтобы Ира беременела и рожала ребенка спустя всего 2 года после свадьбы. У него не было достойной работы. Николай перебивался с одной подработки на другую. Большую часть денег в семью приносила Ира. Она работала агрономом, на работе ценилась. А вот Николай прыгал с одного транспортного средства в колхозе на другое и никак не мог зарекомендовать себя ответственным и серьезным работником, с которым хочется иметь дело. «Ты похож на тюфяка», – часто говорила мать сыну, но Ира всегда и при любых обстоятельствах вставала на сторону Николая. Ольгу Васильевну она тоже любила и уважала, но что касалось мужа, тут Ира стояла горой. «Не говорите так, Ольга Васильевна», – мягко отвечала Ира. «Коля не тюфяк, просто ему нужно время для того, чтобы найти себя». Найти себя? Ольга Васильевна хохотала. Порой ей казалось, что сам Бог ошибся, когда давал ей сына. Если бы у нее была такая дочь, как Ира, она была бы гораздо счастливее, и мир бы казался ей гораздо справедливее. Когда Иру парализовало, это стало настоящим ударом для Ольги Васильевны. Пожалуй, если бы с ее сыном что-то случилось, она бы волновалась меньше, потому что была бы уверена в том, что его жена не оставит его при любых обстоятельствах. Ира всегда будет рядом, она поможет Николаю. А вот сам Николай
помогать своей жене не торопился, считал ее овощем, и этого было достаточно для того, чтобы умыть руки и сбежать к любовнице. О том, что ее сын вступил в отношения с Любой, Ольга Васильевна узнала достаточно быстро. Слухи в их деревушке разлетались молниеносно, поэтому женщина обо всем знала еще до того, как Николай начал на постоянной основе оставаться дома у Любы. Мать никак не комментировала это, вроде как относясь с пониманием, ведь Николай был мужчиной, а мужчине нужна была женщина. Но вот новость о том, что сын уходит к любовнице, была как гром среди ясного неба. Николай собрал свои вещи, сложил все в 2 дорожные сумки, что означало то, что он уходит от матери и парализованной жены навсегда. Ольга Васильевна молча наблюдала за Николаем, ничего ему не говорила, а еще периодически смотрела на Иру. Вдруг она заметила движение руки своей невестки, кинулась к ней. «Коля, Ира пошевелилась!» Николай вошел в комнату, сморщил нос и хмыкнул. «Какое чудо! Пойду свечку поставлю от радости». «Ты не понимаешь, какой это прогресс, Ирочка!» Ольга Васильевна больше на сына не смотрела. Она гладила по руке свою невестку, которая была ей уже больше, чем дочь. И тут Ира схватила ее за руку и крепко сжала ее. Слезы хлынули из глаз свекрови, но Николай уже ушел. Ему было все равно на то, что происходило дома. Он рвался к той, другой. «Теперь все будет хорошо», — сквозь слезы улыбнулась Ольга Васильевна и погладила свою невестку по руке. Глаза Иры улыбнулись, а лицо так и осталось неподвижным. Все равно, все уже шло к тому, что молодая женщина придет в себя. Может быть, не будет такой же, как и прежде, но овощем уже точно не будет. Завтра же позвоню врачу. Нет, сегодня же. Горячилась Ольга Васильевна. Пусть назначает другие препараты. Николай явился на следующий день, понурый, пьяный, злой и негодующий. Сел на кухне, бросил рядом свои же сумки, которые утащил еще недавно в свою лучшую жизнь. Ольга Васильевна с неудовольствием смотрела на сына. Опять наследил. Зачем вернулся? А не нужен я ей, рассмеялся он с сарказмом в голосе. Не нужен я ей, просто подружке насолить хотела, как когда-то я Любку на Ирку променял, так теперь она меня на другого. Врала она мне все время, самолюбие свое тешила, дрянь. А как только я к ней явился, так меня ее хахаль за порог выкинул. Ольга Васильевна вздохнула. Не быть ее сыну счастливым человеком до тех пор, пока он не научится быть достойным. Ольга Васильевна с грустью понимала это, глядя на Николая. «Сейчас врач придет. Уйди ко мне в комнату и не высовывайся, не позорь меня». Николай поднял голову и посмотрел на мать. «А что, Ирке и вправду лучше? Прям шевелится уже? Говорит?» «Нет, не говорит, но двигается. Но, Николай, имей в виду, что ноги твоей рядом с этой женщиной больше не будет. По крайней мере, пока я жива. Ты ее не заслуживаешь, и я ее не заслуживаю». Николай пожал плечами. Сидя в комнате матери, он слышал, как пришел доктор, как мать говорит Ире, что все у них будет хорошо. А как доктор вышел, то и ему Ольга Васильевна показала на дверь. Он не возражал, потому что еще не знал о том, что самые настоящие чувства испытывает к той, которую называет овощем. И только потом понял это, когда, прячась за деревьями, наблюдал, как мама гуляет с Ирой, сидящей в инвалидном кресле. Потом на костылях, и только один раз вышел из своего укрытия, точнее выбежал, когда увидел, что Ира споткнулась и сейчас упадет.
Успел. Подхватил любимую в самый последний момент и долго не сводил с нее глаз. А потом опять ушел. Но точно знал, что сделает все возможное, чтобы заново заслужить доверие двух своих любимых женщин. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.